Целый месяц не прокормишься, но хоть какая-то помощь. Кирилл жила в общежитии, вокруг толпы таких же голодных студентов, как он. Все видели кому. Когда пришла посылка, налетали всем этажам как коршуна и растаскивали мгновение ока, и на один Кирилл и вовсе ничего не доставалось, но матери об этом знать было не обязательно. И вот удача, на доске объявлений в институте кто-то повесил предложение о работе в морге. Можно студентам, Кирилл обрадовался как никогда. На дежурстве можно будет к экзаменам готовиться. Конечно, требовался не патологоанатом, а всего лишь санитары, преимущественно ночные смены. Так это то, что надо морге тихо, спокойно, после анатомички на первом курсе. Покойников Кирилл не боялся точно. Он был единственный в группе, кто не упал в обморок ни разу. Как же хорошо, что сегодня он пришел пораньше на занятия, иначе мог и не увидеть это объявление. Кирилл без зазрения совести сорвался, бумажки с телефонами на объявление, потом на всякий случай оглянулся и аккуратно сорвал все объявление целиком, как будто его и не было вовсе. И вот через неделю Кирилл уже отработал свою первую смену. Зарплата была не очень большая, за то время не было целый вагон. Когда начальство уезжало, Кирилл закрывал дверь, читал, готовился. Его обязанности входило содержать помещение в чистоте и вести учет, если кого-нибудь приводили ночью. К сожалению, людям было свойственно умирать даже по ночам, правда, такие случаи были крайне редки, и чаще Кирилл спокойно спал. Он даже стал как-то лучше соображать и гораздо яснее мыслить, потому что он стал получше кушать и высыпаться в тишине. В общаге это было практически невозможно. Там была постоянная движуха, кто-то ругался, кто-то плакал, кто-то просто орал. А в морге тишина гробовая, простите за каламбур. Полгода Кирилл наслаждался тишиной, потом начал по ночам просыпаться. От странного стука тук, 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 тук. Сначала не обращал внимания, ну мало ли что. А через дня 3 сменщик и говорит ему: ты слышишь штуки по ночам, и смотрит так загадочно. Да было что-то. А что? Поинтересовался Кирилл. Я думаю, тут появилось привидение, сказал сменщик, как-то дико засмеялся и ушел. Кирилл к вечеру и забыл об инциденте. Как обычно, завалился спать, еще и не успел заснуть, услышал тук, 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 тук. Кирилл был не из пугливых, он включил свет и обошелся помещение. Контингент был на месте, кто бы сомневался, о провидении никак не могли испугать Кирилла, даже если они и существовали. Как отличник по физике в школе, Кирилл понимал, что ничего кроме испуга привидения причинить не могут. У них нет физической оболочки, а бояться он не собирался, а собирался спать. И только он погасил свет снова. Тук, 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 тук. Включил свет. Прекратилось. Выключил. Началось. Но это форменное издевательство, не спать же ему при свете. Да и вообще Кирилл решил разобраться раз и навсегда. Еще немного побаловались со светом и поняв, что он и вправду нейтрализует звук, Кирилл стал прислушиваться и понял, что постукивание, вид с улицы никак не связано с обитателями морда. Он погасил свет и вышел. Стучали на металлическом козырьке, который был как раз рядом с окном. Комната персонала. На козырьке сидела большая птица. Это был ворон. У него были явно какие-то проблемы с крылом. Она была опущена вниз. Птица пыталась что-то склевать с козырька, какие-то семена ли, может, жучков. Кирилл вернулся и включил свет. Снова вышел ворон, нахохлился и спрятал голову под здоровое крыло. Тайна. Привидение было раскрыто. Кириллу стало жалко птицу. Он поставил стремянку, залез и снял его с крыши. Ворон не сопротивлялся, лишь немного напрягся и все. Так у Кирилла появился питомец. Вылечить крыло птицы для студента, медика, хоть и 2-го курса, не представляло труда. Кирилл попробовал выпустить ворону на свободу, то взлетел, сделал круг над домами и снова вернулся к Кириллу на плечо. Он не собирался улетать. Так они и стали повсюду ходить вместе. Из-за птицы на плече друзья стали называть Кирилла знахарем. Он был не против. Однажды Кирилл был на работе, он уже собирался спать и погасил свет. Вдруг входная дверь открылась, и он услышал голоса. Ключ от входной двери был только у главного патологоанатома и у дежурного санитара, то есть у него. Но вот сейчас заставят осматривать, приводить в порядок и писать отчет, а он так хотел выспаться. Кирилл решил притвориться спящим. Он лег на кушетку и накрылся с головой пледом. Может, прокатит, вдруг не будут будить, но разбудят, так и будем работать. Однако в комнату персонала так никто и не зашел. Удивительно, но они сами отвезли несчастного в холодильник и только потом зашли в комнату персонала. Кушетка, на которой лежал Кирилл, была за ширмой. Кирилл не видел никого, но слышал голоса. Один был чрезвычайно знаком,
Это был голос его начальника. Кирилл приготовился услышать что-то вроде «Вставай, студент» или «Хватит дрыхнуть, лентяй». Но нет, ничего не последовало. Деньги в конверте, Владимир Иосифович, надеюсь, вы помните, мы ничего не оформляем, а когда закончится и мы закопаем, вы получите вторую половину суммы, говорил незнакомец. Ради бога, вы не могли бы говорить потише за ширмой. Ночной сторож, сказал Владимир Иосифович. У Кирилла похолодело внутри, он машинально закрыл глаза, хоть и был под пледом. «Он спит?» — сказал незнакомец. Через какое-то время, наверняка он заглянул за ширму, послышались шаги, погасили свет, хлопнула входная дверь и все затихло. Кирилл слышал только, как бешено колотятся его сердца. Он долго не мог сомкнуть глаза и даже пошевелиться. Слава богу, что он накрылся с головой. Они не видели его лицо, подумал Кирилл, и тут же его словно окатили кипятком. Ведь в случае, что Владимиру Иосифовичу не составит труда посмотреть по графику, кто дежурил этой ночью. Тоска. Хватило Кирилла, и он решил сходить посмотреть, кого они там привезли. Заметить на столе нового клиента не составило труда. Это была девушка, и она была жива. Она дышала, хоть и слабо и поверхностно учитывая услышанное. Кирилл понял, тут готовится преступление. Ворон прилетел к нему, сел на плечо. Кирилл хоть и был студентом и никаких клятв он не давал, но он был медик, он мечтал стать врачом и спасать людей. Девушку надо было спасать, и он принялся за дело. Вот только у него почему-то плохо получалось. Чего бы он ни делал, она не приходила в себя. Девушка была явно под воздействием какого-то яда или снотворного. Что только не делала Кирилл. Она не приходила в себя. Пульс был на слабый и митеобразной. Надо было вызвать скорую и отправлять ее в больницу. Но Кирилл испугался. Он понял, что когда за ней приедут и не найдут, то виновность спасения будет обнаружен сразу. Кирилл очень испугался и струсил. Едва дождавшись сменщика, он что-то буркнуло, поспешил убраться из морга. Похороны шли полным ходом. Гроб опускали в могилу, играл оркестр, родня убивалась, такая молодая и красивая. Как от чего, почему сказали аневризма у аорты оторвался тромб, мгновенная смерть. Муж стоял в черном костюме, пряча глаза за черными очками. У него на руке буквально висела вызывающего вида девушка, одетая в черная блондинка с ярко-красной помадой на губах. По всему было видно, что это его любовница. Люди в толпе шептались. Муж бросил горсть земли и сразу пошел к машине. Девушка засеменила на шпильках сзади. Верх цинизма и наглости — притащить любовницу на похороны жены. Но так теперь, что теперь можно все состояние жены, теперь перейдет ему. Теперь он богат. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.